Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влоге канала Лена Лайф. И, конечно, поговорим еще о рилсе канала Лена Лайф. Ну, а пока я буду говорить, что же произошло у Лены во влоге. Ну и в запретограмме вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых обзоров. Лена готовит завтрак и говорит, у нее там шкварчит яичница. Сразу вспомнился старый добрый фильм «Женитьба Бальзаминова». Помните? Там сердце шкварчало, и любовь этого самого Бальзаминова шкварчала. Ну, как-то так. Ну, а у Лены шкварчит яичница. Хотела бы, конечно, Лена кашу приготовить, но терпеть она ее, оказывается, не может. Вот так. Поэтому ест она бутерброды с сыром. Ну, все мы знаем прекрасно, что Лена не столько не любит кашу, сколько не любит ее готовить. Вот если бы кто-то другой кашу приготовил бы, помнится, мне очень даже охотно Лена ела кашу в каком-то отеле, да, не говорила, о, как это ужасно. Что-то вроде овсянки было предложено на завтрак, и Лена ела с огромным удовольствием. Там наполнитель какой-то еще был, то ли малиновое варенье, то ли еще какое-то, что-то вроде того. Лена ела с удовольствием. А все почему? Потому как не Лена готовила, а кто-то приготовил, и Лена уже ела готовое. Оттого, да, кашу Лена, когда она дома, так надо Лене говорить правильно, не любит, да, терпеть не может. А вот где-нибудь в другом месте так за милую душу ест. И да, Лена признается, говорит, мол, готовка меня задолбала. Думаю, Лена, ну у тебя всего один ребенок. Ну ты не можешь так вот говорить, потому как у тебя не 7 по лавкам. Это раз. Во-вторых, ты говоришь, что у тебя Андрей неплохо готовит. Да, он готовит не часто, раза 2 в неделю, но тем не менее он готовит. Да, почему бы и нет? Но, видите, все-таки нет. Лена говорит, что она прям вот устала от готовки, бедная. Прям задолбалась, выражаясь языком Лены. А и представляете, если бы у нее было бы 2-3 детей, и жила бы она далеко от магазинов, где можно купить полуфабрикаты. Представляете, вот тогда бы Лена, конечно, запела бы по-другому. Но Лена даже в страшном сне такую ситуацию не может себе предположить. Поэтому, да, сейчас прям вот, как Лена считает, очень плохо. Да, приходится готовить ежедневно Лене на себя и на одного ребенка. Беда, беда, огорчение. Кстати говоря, снова она стала приплетать Андрея. Андрей то, Андрей сё, Андрей это, Андрей везде. У нее вот куда ни кинь, везде Андрей. И я не понимаю, для чего она это делает, но, видимо, ей так, может быть, психологически проще. Ну, не знаю, я думать, что вот она замужем, что все у нее хорошо в жизни, она не одна и так далее и тому подобное. Возможно, из-за этого, да. Возможно, и поэтому она говорит, что вот Андрей у нее готовит, да, говорит, он долго, часа 2 будет стоять у плиты, что-то там размусоливать, что-то там делать. А Лена говорит, он очень быстро это делает. И вот, мол, с Андреем вечные споры на кухне. Лена хочет быстрее, что уже поесть. Ну, все мы знаем Лену, да, ее желание поесть. А Андрею надо, чтобы это было по всем правилам приготовлено. Поэтому все очень и очень долго. Но опять же, почему-то я Лене не верю. Да, Андрей заходит в гости периодически. Пару раз мы видели в кадре его ноги. Он заходил на кухню, проходил на балкон и выходил с балкона, уходил из кухни, как-то так, да. Потом где-то в коридоре мы его видели. Все, так вот, мельком. Ну, а вообще, конечно, так, чтобы на самом деле Андрей присутствовал бы в жизни Лены, конечно, этого нет. Говорит Лена о том, что вот если бы рядом где-нибудь с ее домом было бы какое-нибудь кафе, не очень дорогое, но чтобы классно готовили. Вот такие вот запросы у Лены Королевны. То тогда, конечно, ходили бы есть всей семьей. Но опять же, вся семья в случае Лены это она и Ваня. И, понятное дело, Лена тогда бы вообще ничего не готовила. Кстати, о кафе. Пришли девочки в кафе после работы, и взяла Лена оливье с настоящим огурчиком, как Лена выразилась. Да, не со свежим, а с настоящим. Такое ощущение, что обычно с искусственным огурчиком оливье Лене предлагают. Ну, или Лена сама готовит это оливье с искусственным огурчиком. Тут прям настоящий огурчик. Вот как Лене повезло. И Лена, когда увидела это оливье, аж сглотнула. Ну, как всегда, Лена сглатывает при виде какой-либо более-менее нормальной еды. Но Лена говорит, нет, она тоже вкусное оливье готовит, да, не только здесь вкусно готовит, но и Лена тоже делает это все очень и очень неплохо дома. Получилось, что около 800 рублей на человека пришлось заплатить, и Лена считает, что это очень даже неплохой вариант, и я так думаю, что
Ваня дома голодный сидит, а Лена по кафе ходит, да, находит такие более-менее демократичные цены в кафе и ест в этих самых кафе. Ей не надо, чтобы кафе было у дома. Ей главное, чтобы кафе было по дороге на работу и обратно. А что да как ест Ваня, это уже второй вопрос. Ну, как выяснилось, Ваня в школе ел цезарь, да, и что-то еще. И, конечно, там была курица, и Ваня, вы знаете, на удивление Лены, он ел эту самую курицу, по крайней мере, Ваня так сказал, что вот в школе он ел. А почему же он не ест, в принципе, дома курицу, которую Лена вот готовит, это, конечно, загадка. Приболела Лена, неважно себя чувствует, и взяла стакан Вани и попила из этого стакана. Что она там пила, воду или что там было? Полубольная. Да, так Лена сказала, говорит, я полубольная, но тем не менее я сейчас буду пить, что она там пила из стакана Вани. Целенаправленно хочет еще и ребенка заразить. Ну, хочу сказать, забегая вперед, что у нее это получилось. Ваня заболел, но как-то вот быстро выздоровел. А Лена все еще продолжает болеть. Вместо того, чтобы оградить ребенка от какой-то заразы, да, от болезни, Лена целенаправленно делает так, чтобы не только она одна болела, но чтобы еще и кто-то из ее родных и близких. А так как бедный Ваня оказался единственным человеком в районе досягаемости Лены, ну, понятное дело, Андрея-то нет, пришлось вот как-то вот Лене попить из стакана Вани. Это ужас какой-то, это какая-то реакция переноса. Почему должно быть плохо мне, пусть будет плохо всем окружающим меня людям. Вот Лена постаралась, да. Это вообще, это не мама, это хуже мачехи, вот честное слово. Так нормальные мамы не поступают. Обычно мамы стараются оградить своего ребенка от всех бед, от всех болезней, простуд и прочего. Но только не Лена. Она наоборот хочет сделать так, чтобы ее ребенок тоже болел вместе с ней, чтобы Лене не так скучно было болеть. Ну, я такого еще не встречала, конечно. Бывает, когда ребенок болеет, мать готова на себя всю болезнь забрать, лишь бы ребенку было полегче. А тут здоровый ребенок, он думает, дай-ка я его заражу, что только я буду болеть. Пусть ребенок тоже будет простужен. У меня слов, конечно, нет. Ну, а дальше Лена говорит, посмотрите, как мы делаем уроки. Мы — это Ваня. И заходит она к Ване в комнату. И Ваня поворачивается к Лене. На стуле сидит, так поворачивается к Лене и говорит таким вот мультяшным голоском: поздравьте меня, или поздравь меня, я дебил. Так и сказал, представляете? Лена ему в таком же тоне отвечает: ты что, совсем уже, что ли? Ну, такой диалог между матерью и сыном. В общем, ужас какой-то. Ну, думаю, да. Вместо того, чтобы вообще это никому не показывать, да, ну ладно, Ваня такое сказал, может быть, он игрался, может быть, он шутил. Ты можешь это запросто вырезать, но Лена почему-то это не вырезает. Почему не вырезает, непонятно. А потом еще будет говорить, вот, обсуждают. Да, обсуждают, правильно, потому что ты это показываешь. А дальше было еще интереснее. И в пати Коловрати, заявляет любящая мать. Сколько же здесь чисел? Продолжает Лена. Ваня как раз проходит математические действия, умножение и деление с многозначными числами. И вот Лена говорит: надеюсь, что эти числа, Ваня, тебе пригодятся в будущем. Думаю, интересно, как числа могут пригодиться в будущем? Не только Ване, но, в принципе, любому человеку. Вот эти вот самые многозначные числа. Но, видимо, Лене они так и не пригодились, раз она хочет, чтобы хотя бы ее ребенку пригодились многозначные числа в будущем. В общем, Лена несла какую-то ересь. То ли из-за того, что у нее температура поднялась, возможно, то ли она так решила поговорить со своим сыном. Не знаю я, с чего вдруг. Но, тем не менее, вот такой диалог состоялся между матерью и сыном. Своеобразный диалог. Тут же Лена выставляет своего ребенка в неприглядном виде и говорит: вот, Ваня такой, у меня ребенок, который никогда не застилает постель. Мол, приходится мне это все делать самой. Ну, нормально так. Для чего опять ты это нам показываешь и рассказываешь? Вот для чего? Получилось так, ну получилось, ну не страшно, ну выключи ты камеру, поговори с ребенком, объясни ему, что к чему. В конце концов, сама уже застели ту постель, уже, я смотрю, день на улице, уже не утро, уже как-то, да, и Ваня занят этими уроками, в конце-то концов, можно как-то было бы без внимания зрителя это оставить, но нет. Нет и еще раз нет. Лена показывает все, абсолютно. Видимо, снимать Лене нечего. И, кстати говоря, несмотря на то, что Лена переименовала свой канал из Лена и Ваня Лайф в Лену Лайф,
Ваню она не перестала показывать. Первое время как-то Вани особо не было в кадре, а теперь смотрю, вот, пожалуйста. Все по-прежнему. Почему Лена переименовала канал, непонятно. Но, конечно, понятное дело, что ребенок возраста Вани уже давно должен уметь застилать за собой постель. И не только уметь, но и делать это должен. Поэтому непонятно, почему Ваня этого не делает вот к своим годам. Ну, а Лена что, Лена? Лена хочет пойти в парикмахерскую, говорит, мол, желтизна и седина добила ее. Вот, и хочет перекраситься в свой естественный цвет. Ну, наконец-то, подумала я. Не будет уже волосы жечь перекисью или чем она там красится, да? Более-менее такой переходный период она легче переживет, если у нее волосы будут окрашены в ее родной цвет. И потом потихонечку свои волосы отрастет, и будет ей счастье. Но нет, забегая вперед, могу сказать, что Лена пошла в парикмахерскую и снова покрасила волосы в свой родной блонд. Да, то есть снова она выжгла волосы. Я не знаю, чего она добивается, но знаете как. Кто хочет, тот добьется. Посмотрим, чего добьется Лена. Верит Лена в зеркальные какие-то даты, все почему? Потому как она в детстве слушала очень много сказок, но выросла на сказках, в том числе и на сказках, которые папа рассказывал, и какие-то были пластинки со сказками. И до сих пор она ждет чудес в жизни, и верит в зеркальные даты, и говорит, вот, надо говорить все наоборот. Например, если хочется выиграть тонну денег, как выражается Лена, она говорит, я не выиграла тонну денег. И обязательно в зеркальную дату это надо сказать, тогда, мол, 100% гарантия, что это все сбудется. И вот Лена теперь ждет зеркальную дату. Ближайшая 23 декабря. Посмотрим, что из этого получится. Когда Лена озолотится, когда у нее будет тонна денег. Ну, а также Лена говорит, в эту зеркальную дату пожелаю себе, мол, не иметь невестку с $1 миллион США. Вот так. Интересно, Ваня знает, что Лена его уже заочно женила на какой-то миллионерше. Вот так. А если приглянется девочка какая-нибудь не миллионерша Ване, то я прям не знаю, примет ли Лена эту девочку в семью, как она к ней будет относиться. Ведь Лене, насколько я понимаю, важны деньги, а не люди. И, кстати говоря, чуть позже она скажет, да-да, путешествовать я сейчас не буду, не требуйте с меня путешествия, потому что нужны деньги. И такой был тонкий-тонкий намек на толстые обстоятельства. Хотите путешествий? Донатьте. И Лена нам заявила, что всего около 200 евро она имеет, или долларов со своего YouTube-канала в месяц. Ну, плюс-минус, там 200, 300, что около того. Ну, опять же, я что-то думаю, что Лена лукавит. Ну, не может ее канал с таким большим количеством просмотров всего 200 евро в месяц зарабатывать. Ну, никак. Поэтому снова Лена где-то лукавит. Ну, а так как Лена приболела, да, мы все об этом помним, решила полечиться, как вы думаете, чем? Правильно, вот кто чем лечится? А Лена глинтвейном. Любимое лекарство. И говорит, есть великое множество всяких рецептов, но Лена остановилась на варианте с апельсином. Вино с апельсином. И говорит, вот надо сюда сок добавить апельсиновый, но боится Лена, что сок разбавит вино. Значит, не такое насыщенное оно будет, да? Потом нарезала этот апельсин кусочками, туда, значит, эти кусочки она закинула в это вино, которое у нее в кастрюле уже на огне. Говорит, вот, теперь боюсь, что эти кусочки апельсина впитают в себя все вино. Вот все не так, а? То боится, что слишком будет неконцентрированным этот самый напиток, кто боится, что вообще придется есть только эти дольки апельсина, так сказать, пьяные дольки, да, потому как впитают в себя все вино. Беда. Главное, чтобы вино было на месте для Лены, а все остальное ерунда. Но Лена туда еще добавила меда и заявила, я не помню, сколько хранится мед по времени. Ну да, это отсылочка к творческой фантазии, к тому, что знания узнают, и причем узнают не просто так, а с усиленной силой. В общем, за Леной надо записывать. И уже правильно делают мои зрители, что заводят словарик перлов Лены. И я так думаю, скоро будем изучать язык Лены. Глинтвейн наконец-то готов. Лена разлила этот напиток по 2 стаканам почему-то. Хотя Андрея в кадре вообще не было и рядом.
Но, тем не менее, в 2 стаканах был этот самый глинтвейн. Может быть, Ване предназначался 2-й стакан? Не знаю. Возможно, Лена оба и выпьет. Все может быть. Один в кадре, 2-й за кадром. Почему бы и нет? Лечиться-то надо, простуду-то надо как-то лечить. Лекарства не существует. У Лены-то на микроволновке не стоит целый набор лекарств. Такая вот аптечка одна, аптечка другая. Не, этого всего нет. Один глинтвейн может вылечить простуду. Вот так. Открыла Лена ящичек, где у нее там посуда в этом лотке находятся, всякие вилки, ложки. И говорит, вот, как тут все теперь чистенько после того, как я это все отмыла этим чудо-средством, которое чуть раньше нарекламировала. И душа радостно потирает руки. Думаю, о, Лена, ты превзошла саму себя и мои самые смелые ожидания. Я такого не ожидала. Душа радостно потирает руки. То есть у души есть руки. Вот так. Что-то новенькое. Показывает нам Лена свою норку, так называемую. То есть место на диване в зале, где Лена сидит и монтирует свои видеоролики. Там подушечки как-то для удобства расставлены. В общем, как-то так. Ну вот, вы знаете, Лена, видимо, хоть и сказки она смотрела и слушала, и читали в детстве, да. Вроде бы и мультики тоже Лена смотрела в детстве. Ну а вот совсем недавно вышедшие мультики Лена, видимо, не смотрела. Поэтому и назвала свое место норкой. Но если бы она смотрела мультик про солнышко Артема, про лису Ларису, ну и про прочих зверюшек, живность лесную, да, зверё такое лесное, то вряд ли бы Лена назвала бы то место, вот где она монтирует, норкой. Ну, видимо, Лена не смотрела этот мультик, поэтому без всякого называет это дело своей норкой. Хотя вот если отбросить все, что нам говорится в мультике, да, это место тоже нельзя назвать норкой. Норка это все-таки, согласитесь, какое-то углубление. А тут что? Тут диван. Тут диван, подушки, компьютер рядом, или что у нее там, ноутбук и так далее. Тоже непонятно, почему Лена ассоциирует место на диване с норкой. Шкребет горло у нее, говорит она нам, да, шкребет. Угу. Там шкварчало что-то, тут шкребет. Видимо, глинтвейн особо-то и не помогает. Придется перейти все-таки на лекарства. Придется попить какие-то таблетки. Ну, традиционное лечение почему бы и нет. Несмотря на то, что шкребет горло, Лена вместе с Оксаной отправились развозить заказы. То есть на почту они отправились. И говорит Лена, вот у нас все по закону. Вот вы говорите, что у нас возврата нет. Нет, кому что не подошло, мол, отправляют нам обратно. То есть возврат у Лены и Оксаны предусмотрен. Но опять же, говорить можно всякое. Но надеюсь все-таки, что Лена тут хотя бы не соврала. И на самом деле люди имеют возможность вернуть ту вещь, которая им не подошла. Вот только интересно, пересылка. За чей счет? Приехала Лена домой, готовит она макароны с сосисками, да. Если раньше она отваривала сосиски прямо с макаронами, то теперь она их отдельно отварила. Но закинула эти готовые сосиски в кастрюлю с макаронами. С готовыми макаронами, с которых уже воду Лена слила. Туда добавила масло, все как надо. Потом потрясла эту кастрюлю вместе с сосисками и макаронами. Я такое еще не видела, конечно. И говорит Лена, вот теперь хорошо, это все надо, чтобы настоялось. И для этого я это все дело закрою крышкой. Боже, думаю, где Света Колесникова? У той тоже все настаивается. Сутки, двое, все у нее настаивается. Так и здесь у Лены все тоже настаивается, что ли. Как они все похожи друг на друга, мои подопечные. Но еще больше я убедилась в том, что они все-таки смотрят влоги друг друга. Когда Лена сказала, что вот я сейчас приготовлю салат из моркови с добавлением майонеза и прочего, думаю, так это же неженка, знаменитая колесниковская неженка. Света там просто, наверное, ликовала, когда видела, что делает Лена. Я уверена, что и Колесникова смотрит влоги Лены, и Лена, видимо, смотрит влоги Колесниковых, ну прям один в один. И чтобы настоялось надо, и неженку приготовить. Ну, правда, не назвала она это дело неженка, она говорит про салат из моркови. Но, по сути, та самая неженка, да. И почему-то то, что вот не доели, какой-то салат был еще из свежих огурцов, Лена приготовила, и эту самую неженку Лена приготовила, и
по-моему, у нее там остались еще макароны. Она это в судочки не перекладывает и в холодильник не кладет почему-то. Все остается у нее на столе. Кстати, единственное, что она делает, она все это фольгой накрывает. Ну, я думаю, что фольга мало способствует сохранности блюда. Все-таки надо в холодильник это все. Но, тем не менее, Лена почему-то этого не делает. Или у Лены просто нет судочков. Ни за что не поверю, что у нее нет судочков. Может быть, просто лень мыть? Лень перекладывать? Ну, наверное, лучше выбросить. Видимо, Лена так считает. Когда все испортится, все лучше выбросить. Заказала Лена массажер для лица. И для подбородка, для шеи. И Ваня помогает ей распаковать, выдирает все из рук Лены. Все по-прежнему у Вани, да, какие-то такие вот резкие движения. И никакой плавности движений до сих пор нет. Тут выхватить, там что-то разбить. Или она сама говорит: Ваня, что с тобой такое, мол, ты в кого такой? Ты никак не успокоишься, не научишься нормально как-то что-то брать из рук, давать нормально, да, плавными какими-то спокойными движениями. Нет, надо все как-то вот очень резко, как-то вот так вот вырывающими движениями брать у кого-то что-либо. Прям вот выдирает из рук. И показывает нам, что же за аппарат пришел Лене. По-моему, Лена заказала на Wildberries. Вибрирующий аппарат для третьего подбородка, как его обозначила Лена. Ну, тут, да, я с ним соглашусь. Вообще, самокритика – это хорошо, это здорово. И Лена в последнее время, когда-никогда, но все-таки занимается самокритикой. Это неплохо. И когда вот Лена показала Ваню, в тот момент, когда он распаковывал этот самый массажер, я посмотрела так и обратила внимание на то, что у Вани шеи вообще нет. И это при всем при том, что наверняка в телефоне у Лены были фильтры прям выкручены по самое не балуй. А что же без фильтров? Как выглядит Ваня без фильтров? Страшно представить. В Москву собирается Лена поехать вместе с Оксаной завтра, посмотреть, какие елки в каких торговых центрах. Говорит Лена, этому стало уже доброй традицией, ежегодно смотреть елки. Ну что ж, посмотрим. Я надеюсь на то, что не будет снегопада, не будет мороза. Надеюсь на то, что все-таки Лена и Оксана предварительно обратили внимание на прогноз погоды, не так, как в прошлый раз. Вроде как собрались ехать, и правильно вы мне писали в комментариях, что из всех утюгов говорили о том, что не надо никуда ездить. Если прям вот срочно, прям вот необходимо, воспользуйтесь общественным транспортом. Но Лена и Оксана этого не видели, не слышали, не знали, поэтому они отправились на своей машине. Понятное дело, они попали в снегопад, какая-то пробка была на дороге. В общем, погода не благоприятствовала поездкам. Ну, а сейчас я надеюсь, что Лена и Оксана, наученные горьким опытом, обратили внимание на прогноз погоды и, соответственно, примут решение, ехать им в Москву смотреть елки или, может быть, повременить с этим делом. А может быть, действительно, потом будет еще хуже, поэтому надо ехать сейчас. А вообще, если такая ситуация с погодой, если вообще, в принципе, плохая погода, можно от традиции отступить и не поехать один раз за все время смотреть эти самые елки. Ничего страшного не произойдет. Ну, посмотрим, как это получится у Лены и Оксаны, и куда они поедут, и что они нам покажут. На этом я буду заканчивать свой обзор. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока!